Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня обсудим комплексные вопросы демографической политики. Отмечу, что, вы знаете об этом, тема звучала и в ходе прямой линии. Ситуация в этой сфере справедливо волнует граждан, но и нас должна волновать. Собственно говоря, мы с вами этими вопросами занимаемся регулярно, потому что речь идет о будущем страны, о народосбережении. Что такое страна? Это прежде всего люди. Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. По большому счету, демография отражает, насколько успешно мы справляемся с современными проблемами и вызовами, в том числе с теми проблемами, которые возникают в самих демографических процессах внутри. Мы плотно занимаемся вопросами демографии практически с начала 2000-х годов. И вы знаете, сделали здесь немало, сделали много, добились реально хороших результатов, прорывов, хотя тогда казалось, что преодолеть накопившиеся тяжелейшие демографические проблемы будет просто невозможно. Но мы с этой задачей в целом справились благодаря комплексным, продуманным и, как оказалось, эффективным мерам, как по поддержке рождаемости, так и по снижению смертности. В последние годы, благодаря развитию здравоохранения, мерам профилактики, увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи, снизилась младенческая смертность, смертность от ДТП, от заболеваемости сердечно-сосудистой системы и туберкулеза. Выросла средняя продолжительность жизни. Однако сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости. Так, за январь-апрель этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность родившихся снизилась на 68,7 тысяч. Такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 годы, входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века. Я об этом, кстати, по-моему, на прямой линии тоже говорил. Резкий катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 70-х годов. Это поколение, в свою очередь, как раз рожало детей в трудный период 90-х годов. И малочисленные поколения 90-х годов также сегодня начинают создавать свои собственные семьи. Благодаря мерам поддержки, уважаемые коллеги, нам удалось на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости, значительно сгладить его. Для долгосрочного демографического развития это было и является, конечно, очень важным достижением. И хотел бы подчеркнуть, что сейчас надо также комплексно и также настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность. Сейчас, как я знаю, так мы беседовали с вами, со многими здесь присутствующих, отдельно разрабатываются разные предложения. Первое, рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала. Далее говорится о более эффективной настройке усовершенствования системы социальных пособий для семей с детьми. Третье, согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до 3 лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами. Далее, нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми. И, конечно, наряду с поддержкой рождаемости нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности. И еще раз хочу подчеркнуть, вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы. Понятно, что ресурсов всегда не хватает, ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе. Давайте начнем это обсуждение.